Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб житный по ГОСТу. Хлеб житный вырабатывается из муки ржаной, обдирной, штучным подовым или формовым, массой более 500 грамм. Тесто готовят на заквасках, на густой, на жидкой без заварки или на жидкой с заваркой. Я предлагаю испечь на густой закваске без заварки. С вечера приготовим закваску. Как и для любого ржаного хлеба, закваска должна иметь достаточную кислотность. Поэтому закваску мы ставим с вечера и оставляем выбраживаться в течение 10-12 часов при комнатной температуре. Слово «житный» происходит от «жито», что означает всякий хлеб в зерне или на корню. На Украине житом называют рожь, на севере ячмень, а на востоке всякий яровой хлеб. В допетровские времена основу рациона составлял хлеб из ржаной муки, который в народе называют черным. Петербург – это первый город, где пшеничный хлеб стали употреблять ежедневно. Это связано с тем, что в Петербург, строящуюся столицу Российской империи, приезжало много иностранных пекарей. При Петре Великом в столице появились разные виды выпечки: французская булка, багет, финская сайка, рогалик. На следующий день приготовим тесто. Для этого смешаем все указанные для него ингредиенты и замесим на медленной скорости от 10 до 20 минут. Исследования ученых из Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности в Санкт-Петербурге показывают, что наилучшие результаты при выпечке ржаного хлеба получаются после вымешивания ржаного теста в течение 20 минут. Это нужно не для развития клейковины, а для того, чтобы насытить ржаное тесто воздухом. Большая часть выпечки пришла к нам из Европы. Если выпечку и белый хлеб в Петербурге того времени в основном покупали у немецких пекарей, то ржаной хлеб приобретали в мелочных лавках. Сейчас бы их назвали магазины у дома. Они тоже появились в Петровское время. Мелочные лавки располагались на первых этажах и в полуподвалах жилых домов. Это были маленькие помещения, где обязательно стояла печь. Тут же находились склад для товара и жилые комнаты для хозяина и его семьи. В таких мелочных лавках хлеб и пекли, и продавали. Здесь также можно было купить овощи, фрукты, муку и даже промтовары, посуду и одежду. При формовке ржаного хлеба следует быть особенно внимательным и аккуратным. Следует сделать поверхность изделия максимально гладкой, красивой и без трещин, так как все дефекты формовки так и останутся на конечном изделии.
в отличие от изделий из пшеничной муки. Прототипом сегодняшнего ГОСТа можно считать Петровские палатки. К пекарям, производившим стратегический, как бы сегодня сказали, продукт хлеб, со стороны государства было повышенное внимание и контроль. Именно при Петре I были созданы палатки, где можно было проверить качество хлеба. Первая такая палатка появилась на Сенной площади. Качество хлеба проверялось путем пробы на вкус и сопоставления размеров изделия. Если объем не соответствовал заявленному, то назначалось наказание кошками. Это были такие плети с крючками на концах. Ржаную муку вырабатывали 3 сортов – сеяную, обдирную и обойную, из смеси которых пекли самые различные сорта хлеба. Необходимо очень внимательно следить за степенью расстойки ржаного хлеба. Когда на его поверхности образовалось 5-8 пузырьков воздуха, заготовка готова к посадке в печь. Если вы будете ждать дольше, то вы рискуете получить просевшую верхнюю корку на выходе изделия из печи. Для придания корке глянца за 3-5 минут до выемки из печи ее следует обрызгать водой из пульверизатора. Также это можно сделать сразу непосредственно при выемке хлеба из печи. Как и любой ржаной хлеб, он должен созреть, поэтому после полного остывания его необходимо завернуть в кухонное полотенце и оставить созревать до следующего дня минимум на 8 часов. Еще в 1626 году вышел указ о хлебном и калачном весу, в котором упоминалось 26 сортов выпечки из ржаной муки. Ржаную муку вырабатывали 3 сортов – сеяную, обдирную и обойную, из смеси которых пекли самые различные сорта хлеба. В свою очередь, муку подразделяли на решетную и ситную, в зависимости от того, через что ее просеивали. Тесто для решетных хлебов всегда замешивали на воде или на квасе, а для ситных, как более деликатных, на простокваше или в крайнем случае на обрате. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!